Итак, Ливия. Ливия, то, что происходит вокруг нее, буквально каждую минуту меняется информация. Еще буквально несколько часов назад уже все люди, все эксперты, которые наблюдают за развитием событий в этой стране, говорили о том, что неизбежны удары воздушные по этой стране. Французы заявили о том, что это буквально дело нескольких часов. Немножко, я так понимаю, спутали карты им заявление ливийского правительства о том, что они прекращают после принятия соответствующей резолюции ООН, что они прекращают всякие боевые действия и как бы лишают возможности формальной даже повода наносить эти удары. То, что будет происходить в стране, это вопрос тоже большой, наверное, программы и серьезного разговора. Мне бы хотелось все-таки, чтобы мы сконцентрировались на том, а может ли как-то вот этот серьезный кризис, который происходит в Северной Африке, который сейчас может перекинуться на другие регионы, регион уже Персидского залива, может ли это серьезно сказаться на ситуации политической в регионе Южного Кавказа, Турции, Иран и так далее? Владимир Валерьевич, пожалуйста. Вначале буквально несколько ремарок по поводу ситуации в Ливии. Ситуация в Ливии сейчас крайне сложная, и то, что Франция вместе с некоторыми своими союзниками нанесла удар, оно под собой имеет технические причины, потому что очень сложно было организовать такой удар, и здесь надо подумать вот о чем. Военные эксперты Соединенных Штатов Америки посчитали, во что обойдется ограниченный удар по Ливии. Стоимость составляет $1 миллиард. Французы, по-видимому, очень хотели, чтобы это сделали за них Соединенные Штаты Америки. Но когда возник вопрос о том, что они делают это сами, случай возникает, во-первых, кто этот $1 миллиард будет платить? Один вопрос. Во-вторых, Франция не имеет достаточно средств для нанесения такого удара. Второй вопрос. Третий вопрос. Ведь для того, чтобы нанести наземный удар, недостаточно системы АВАКС, воздушного наблюдения. Нужно иметь другие системы. Этих систем там сейчас нет. И последнее. Для нанесения какого-либо удара по подвижным объектам, здесь нужно хотя бы иметь распознавание свой-чужой. Этого тоже нет. Поэтому чисто технически нанести удар невозможно, если не бить по каким-то фиксированным целям. Например, по резиденции Каддафи, к примеру. Такой удар нанести, наверное, возможно. Но нанести удар по каким-то подвижным объектам достаточно сложно. И теперь, как это влияет на ситуацию на Южном Кавказе? Существует очень серьезное опасение того, что у нас после Косовского инцидента, после, как некоторые считают на Западе, южно-осетинского, абхазского прецедента, может возникнуть ливийский прецедент. Что это такое? В настоящее время Ливия, по сути, несколько искусственно собрана из 3 составных частей, между двумя из которых существует очень сильное противостояние исторически. Это Киренайка и Триполитания. Если Запад блокирует попытки Каддафи восстановить контроль на всей территории страны, в этом случае неминуемо произойдет отделение Киренайки. К чему это приведет? Запад не так давно санкционировал разделение Судана. Это был очередной шаг в этом же направлении. Сейчас возможно при определенных ситуациях возникновение независимой Киренайки. После этого те же самые люди в Нагорном Карабахе скажут: а чем мы хуже? Но они могли сказать уже и после Албании, и после Южной Осетии, и после Абхазии. Но последние события полностью Запад дискредитировали. Почему? Потому что Запад, во-первых, непонятно кого поддерживает, если говорить про вооруженную оппозицию. Те люди, которые еще в январе поддерживали Муаммара Каддафи, а сейчас составляют большинство лидеров оппозиции, вы сами понимаете, это плохие партнеры, им очень трудно доверять. В Ливии сейчас реально рассматриваются 3 пути дальнейшего развития, вы только послушайте. Восстановить монархию, создать либеральное государство по типу западного или построить теократическое государство, как в Исламской Республике Иран. Если люди даже не определили, что они хотят, как можно их поддерживать? Это ж полный нонсенс. Я уж не говорю о том, что позиции Запада с юридической точки зрения очень слабы, потому что нету даже фактов, подтверждающих массовое уничтожение людей со стороны Муаммара Каддафи. Вот исходя из этого, исходя из того, что Франция полностью дискредитировала своими действиями весь Запад в целом, ее поддержала Великобритания и косвенно, на всякий случай при голосовании поддержала полностью Соединенные Штаты Америки, исходя из этого, Запад не имеет никаких моральных прав у России требовать вывода войск из Абхазии и Южной Осетии.
Я думаю, что и в случае раздела Ливии на несколько частей, позиция тех людей, которые считают, что Нагорный Карабах должен быть независимым, они могут укрепиться. И этому способствует именно Запад. Тот, который настаивает на том, настаивает, положим, на каких-то позициях по Южной Осетии или Абхазии, но вот сам по себе ливийский прецедент, он становится, к сожалению, реальным. Южный Кавказ соседствует Ираном, соседствует Россией, соседствует Турцией. Тогда, если существует тогда два принципа. Это государственная целостность и право нации на самоопределение. Право нации на самоопределение, слава богу, у армян произошло, и есть Армянская республика. Желающие жить в Армянской республике всегда могут жить. Но, к сожалению, те армяне, которые уехали из Азербайджана в Армению, не смогли там жить, ментальность другая. Тогда, значит, могут подняться эти же вопросы в том же Иране, где 35 миллионов азербайджанцев. Эти же вопросы могут, к сожалению, подняться и в России, где живут 180 национальностей. Если исходить из этого принципа, посмотрите мир во что превратится. Поэтому я думаю, что не надо исходить из двойных стандартов в данном вопросе. И я думаю, что все-таки надо сохранять вот, государственную целостность в Южном Кавказе, в частности. И надо будет думать властям, которые управляют вот этими странами, чтобы минимализировать социальное неравенство, вот, насколько это возможно, конечно. В первую очередь, события, происходящие в арабском мире, влияют на государства, которые внутри ослаблены. Если мы посмотрим на государство Южного Кавказа, то здесь не случайно и больше влияние на Армению. В Армении достаточно серьезные внутренние проблемы, конечно, которые усугубляются, конечно, отсутствием блокады экономической, стагнации и так далее. То есть получается, в тех государствах, которые наиболее уязвимы внутренне, они наиболее готовы к влиянию, вот этому внешнему влиянию, пусть косвенному влиянию. И именно поэтому вот то, что говорил Исмаил о возможности смены режима в Армении, это возможно почему? Потому что ситуация в стране достаточно сложная. Мы почему-то не говорим, например, об этом влиянии, например, в Грузии. В Грузии тоже есть много проблем. И в Азербайджане есть проблемы. Проблемы с каждым, и в России есть проблемы. Проблемы с каждым государством. Но в том государстве, где внутренне существует очень серьезный дисбаланс, где существуют реальные силы, готовые бороться за власть, в этом случае они могут использовать то, что происходит сейчас в Северной Африке, для того, чтобы захватить власть внутри собственного государства.